Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами снова я, Евгения Ващенко, и наш канал «Семейный хендмейд». Сегодняшний мастер-класс посвящен еще одному моему любимому виду творчества – созданию поделок из газетных или журнальных трубочек без плетения. На мой взгляд, самыми элегантными и колоритными из бумажной лозы получаются куклы-африканки. Для работы нам понадобится любая бумажная продукция – газеты, журналы, тетради, рекламные буклеты и прочее. С плотной журнальной бумагой работать сложнее, чем, например, с газетными или тетрадными листами, но зато поделки из нее получаются более прочными. Но из тонкой бумаги мелкие детали получаются более аккуратными, поэтому советую комбинировать трубочки разной плотности. Итак, разрезаем или разрываем лист на 4 равные полоски и с помощью тонкой спицы закручиваем каждую полоску под углом примерно 45 градусов в трубочку. Спицу вынимаем, край полоски смазываем клеем ПВА. С одной стороны трубочка должна получиться уже, с другой чуть шире. Старайтесь, чтобы трубочки у вас получались одинаковой длины и плотности. Для основы африканки можно использовать любой прямой стержень, например, деревянную шпажку, карандаш, толстую проволоку. Я использовала пластиковую палочку от воздушного шарика, оклеенную бумажными полосками. Длина основы – это примерная высота африканки. Теперь переходим к основанию статуэтки. Для этого с одной из сторон стержня основы начинаем закручивать в ролл бумажные трубочки. Наращиваем рабочую трубочку следующим образом. В широкую часть одной из трубочек капаем клей и вставляем в нее другую трубочку узкой стороной. Накручиваем основу желаемого диаметра. Это будет низ юбки. Если вам нужно прерваться или не хочется держать склеиваемые части, пока ПВА схватится, можно зафиксировать трубочки белевой прищепкой. Формируем полотно для юбки. Выкладываем на столе трубочки вплотную друг к другу. Выравниваем по одному краю и приклеиваем поверх них двусторонний скотч с верхней и нижней стороны. Это самый простой и быстрый способ. Раньше я приклеивала трубочки по одной к основанию. И, честно говоря, конечный результат был хуже, а процесс работы долгий, грязный и малоприятный. Не отклеивая верхний защитный слой скотча, примеряем основание. Если нужно, добавляем трубочки, чтобы юбка получилась с небольшим запахом. Обратите внимание, что основание мы будем клеить не к самому краю трубочек, где они тонкие и непрочные, а отступив примерно 1 см. Если все устраивает, отклеиваем верхнюю пленку скотча и заклеим его бумажными полосками. Обрезаем юбку по верхнему краю до нужной вам длины. К основанию африканки по краю также приклеиваем двусторонний скотч и фиксируем полотно юбки.
Обрезаем торчащие кончики трубочек и соединяем на скотч края юбки. Честно говоря, лучше делать юбку чуть длиннее, то есть меньше обрезать верхний край. Разницу между африканками вы увидите немного позже. Теперь возьмем две трубочки и сформируем африканки руки. Клеить опять советую на двусторонний скотч. Накладываем трубочки внахлёст друг на друга от плеча до плеча, пропуская стержень основы между ними по центру. Для торса нужно согнуть 6 трубочек пополам и отрезать их на нужную длину, так, чтобы они начинались у плеч и заканчивались у юбки. Закрепляем все элементы на двусторонний скотч. На этом этапе хорошо видно, что юбка была отрезана больше, чем нужно. До этого момента я работала с плотными журнальными трубочками, но дальше перейду на мягкие тетрадные, так как они не ломаются при загибке и быстрее склеиваются ПВА. Накручивая бумажные трубочки на талию, объединяем торс с юбкой, импровизируя пояс. Формируем живот и бедра. Для удобства работы малярным скотчем стягиваем верхний край юбки. После того, как талия, живот и бедра будут сделаны, скотч снимаем. Нижний край юбки фиксируем бумажной трубочкой. Переходим к формированию груди. С лицевой стороны приклеиваем на двусторонний скотч 2-3 обрезка трубочки для объема и начинаем накручивать бумажную лозу, формируя лиф. Отступив небольшое расстояние от плеч для шеи, наращиваем голову. Делаем это постепенно, стараясь добиться плавных переходов от одного слоя к другому.
Наша африканка почти готова. Осталось только накрутить на ее голове платок. Это делаем на свой вкус и фантазию. Также я добавила пару рядов трубочек на низ юбки. На этом я заканчиваю первую часть мастер-класса, и в одном из следующих видео я покажу, как сделать декор и раскрасить наших африканок. Если какие-то этапы работы вызвали у вас вопросы, спрашивайте в комментариях, и я обязательно на них отвечу. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Желаю вам хорошего настроения и творческих успехов. Всем пока-пока и до новых встреч!